Здравствуйте! Мое очередное видео из серии о самолетах на банкнотах посвящено 50 фунтам стерлингов образца 2021 года, выпуск банка Ольстера, Северная Ирландия. В двух словах скажу, что в Великобритании, кроме Банка Англии, еще 6 банков имеют право выпускать собственные банкноты. 3 банка в Шотландии, вот они на экране, и 3 банка в Северной Ирландии, вот тоже их список. И что интересно, на банкнотах шотландских банков самолетов никогда не было, а на банкнотах Северной Ирландии у всех перечисленных банков в разные годы были или есть банкноты с изображением самолетов. И еще интересный момент, что эти денежные знаки, хотя и участвуют в денежном обращении, не имеют статуса законного платежного средства, то есть не являются тем, что называется legal tender. То есть продавец по своему усмотрению может принять или не принять их в счет оплаты за свои товары и услуги. Такой вот интересный момент. Итак, 50 фунтов образца 2021 года. Известно, что введена в обращение банкнота была несколько позже, в 2022 году. И, конечно, заинтересованный зритель может обратить внимание на номер. И честно скажу, что для меня это было одной из причин для покупки именно этой банкноты. Конечно, банкнота с номером серии АА и первыми 2 нулями в номере. Что может быть лучше, как говорится? Лучше, наверное, 3 или 4 нуля. Да, такая вот красота. Да, еще можно отметить, что это самый высокий номинал в текущей линейке банкнот данного банка. Вообще же вся серия, вся линейка банкнот, которая относится к эти 50 фунтов, она имеет общее название «Жизнь на природе» – Living in Nature. Поэтому на ней довольно много изображений флоры и фауны. Например, на лицевой стороне здесь основное изображение – это цветы дрока, бабочка, которая обитает только в Ирландии, и куница. Здесь и на лицевой, и на оборотной стороне изображение куницы. А голограмма красивая, вот эта вот красота, посвящена устью реки Фойл, реки, которая находится на севере, на северном побережье Ирландии. И кроме того, банкнота, ее оборотная сторона, она посвящена женщинам. Здесь на переднем плане мы видим изображение астрофизика Джоселин Белл Бернелл, которая в 1967 году открыла пульсары. Вот здесь вот есть некоторые графики и формулы на эту тему. Дальше есть изображение женщины, работающей на ткацком станке, символизирующее льняную промышленность Ирландии. И выше интересующее нас изображение гидросамолета, а точнее летающей лодки компании Short Brothers из Белфаста, столицы Северной Ирландии, как изображение, символизирующее авиационный сектор промышленности. И давайте посмотрим вот его чертеж, то, что мы видим на банкноте, то, что мы можем с чем-то сравнить. Да, и мы видим, что перед нами изображение одной из самых мощных и широко использовавшихся летающих лодок времен Второй мировой войны – Short Sunderland. Во время войны Sunderland был эффективным противолодочным патрульным бомбардировщиком, эксплуатировался королевскими ВВС и не только ими, также союзниками в боях за Атлантику, в Средиземном море, в Азии, в южной части Тихого океана. Покажу несколько фотографий, посмотрите. Участвовал как в боевых, так и в спасательных операциях. Начал выпускаться еще до войны в 1938 году и выпускался по 1946 годы. А эксплуатировался вплоть до 1967 года. Конкретно здесь, если попытаться разобраться, что изображено именно здесь, то конкретно здесь изображена одна из последних модификаций этого самолета, о чем нам говорят обтекатели локатора сантиметрового диапазона, расположенные под крылом вот здесь. Этот локатор устанавливался на последних партиях лодок в модификации Mark III-A и начиная с февраля 1945 года на последней, самой совершенной модификации Mark V. Локаторы использовались самолетами королевских ВВС для поиска подводных лодок и в течение войны непрерывно модернизировались. И здесь, как я уже сказал, мы видим Sunderland с вариантом локатора, который начал использоваться уже в самом-самом конце войны. Так что я предполагаю, что здесь, наверное, все-таки Mark V. Хотя внешне здесь отличий установить нельзя между 3A модернизированным и 5-м вариантом. Такой вот интересный самолет у нас сегодня. Такая интересная и красивая банкнота. Спасибо большое за ваше внимание. Увидимся.